Игромания, алкоголь плюс сигареты, зависимость в отношениях. Это то, что я прошел за свои 40 лет жизни. Не полный набор, конечно, но эти 3-4 кита меня научили многому. И я даже благодарен тому, что у меня были эти зависимости. Хотя они хороши только тогда, когда ты от них избавляешься. А это почти всегда сложно, если не рассматривать крайности и говорить о среднестатистическом мужчине или женщине любого возраста. Хорошо, когда есть поддержка родных и близких, которые могут и хотят помочь вам выйти из той или иной зависимости. Но у меня такого не было, сам как-то выбирался. И хочу поделиться с вами своим опытом, как самостоятельно избавиться от зависимости. Немного поразмыслив, пришел к выводу, что все зависимости похожи, развиваются по одним принципам. Алкоголизм, пристрастие к соцсетям, игромания, табак, зависимость от женщины или мужчины. И знаете, главное, что делало для меня зависимость, это заполняла пустоту моей жизни. Она придавала моей жизни смысл, поэтому от нее так было трудно избавиться. Вот давайте немного глубже разберемся в причинах возникновения. Любовная зависимость от партнера возникает, когда мы вообразили, что партнер сделает для нас то, чего мы не сделали бы для себя сами. Когда мы остро недовольны своей работой, то будем искать партнера, который состоялся в работе. Когда мы считаем свой социальный статус ущербным, то будем искать партнера, который больше нас заслуживает уважения. Когда мы считаем себя постаревшими и бесполезными, то будем искать лолиту, которая даст нам новый старт. Но важно понять, осознать, что в этой схеме и ваши недостатки, и достоинства партнера вымышленные. Вы нормальный, и партнер далеко не великолепен, как вы себе думаете. Схожим образом дело обстоит с алкоголем. Создаваемая им эйфория расцвечивает вашу жизнь. Пусть только на мгновение, но зато ярко. Потом опять все становится серым. Хотя тогда откуда же берутся алкоголики и наркоманы, которых окружающие считают успешными людьми? В большинстве случаев все просто. Они могут нести в себе сильную детскую травму, могут, несмотря на большой доход, считать свою работу бесцельной. Если вас мучает этот вопрос, почитайте хоть несколько биографий таких звезд. Если вы более-менее мыслящий человек, то вряд ли будете завидовать таким людям. Кстати, приведу хороший пример на этот счет, такой как Ларри Флинт, известный американский издатель контента для взрослых. Однажды он со своей подругой серьезно присел на наркотики. После избавился от этой зависимости. Подруга нет. Так вот, он так объяснял в своем интервью, почему он вылечился от наркомании, а она нет. Ларри принимал наркотики, чтобы заглушить боль. Прекратилась боль, и он смог избавиться от наркотиков. Его подруга же принимала наркотики, чтобы придать смысл своей жизни. Аналогично компьютерная зависимость, игромания, которая создает волшебный мир с четкими целями. Пройти уровень, победить противника. Этот мир отличается от реального, в котором такого четкого смысла нет. Точнее, нет того смысла, который человек считает достойным себя. То есть для меня одно время самым важным было найти уникальный артефакт в Моровинде, а не реальная жизнь. Далее. Почему в зависимость от денежной игры никогда не впадает человек, который спокойно относится к деньгам? Все потому, что острая потребность получить больше, подавленное желание обогатиться в один шаг, не прилагая усилий, делают человека азартным. Хотя, на мой взгляд, есть еще более сильный фактор – страх потерять деньги. Этот страх, не дает признать поражение за рулеткой и заставляет раз за разом продолжать ставки. Переходим к развязке. Для меня на фундаментальном уровне вначале помогло следующее. Зависимость устраняется повышением самооценки. Для начала нужно осознать и принять
то, что ваша работа нормальная, ваша жизнь не более бессмысленна, чем у 99,999% населения. Вы всегда можете найти нормального, подходящего вам партнера. Вы в состоянии заработать на комфортную жизнь. Вы можете придать своей жизни смысл волонтерской работой и благотворительностью. Элементарно помогать старушке в соседней квартире, сиротам из детских домов. После этого осознания я прошел следующий этап избавления от зависимости. Его суть такова. Начните расчищать от нее маленький кусочек вашей жизни. Например, вы не пьете по вечерам в будние дни. Вы не заходите в соцсети и не играете в игры до 6 часов вечера. Вы не спрашиваете партнера, где она была вечером или ночью. Вы уходите из казино после проигрыша, а не выигрыша. Понимаете смысл? Эти маленькие действия и правила – это как если вы боитесь высоты, но раз за разом, подходя каждый день к панорамному окну высокого этажа, убеждаетесь, что все нормально. Страх, на котором основана зависимость, разрушается. Когда вам трудно избавиться от зависимости, прокалывайте в ней дырки. Небольшие правила и привычки, которые постепенно, по кусочку убирают ту или иную зависимость из вашей жизни. Подумайте, что это может быть прямо сегодня, именно сейчас. Используйте инерцию хорошей идеи и вдохновения, чтобы победить вашу зависимость. И тогда впереди нас ждет много новых побед. Впереди нас ждет нового мира рассвет. Всем спасибо, всем пока. С вами был Ави.